У моего отца было несколько братьев, которые жили в разных концах страны. Виделись они крайне редко, но переписывались постоянно, поэтому знали друг о друге все. Один из братьев жил на Алтае и давно звал отца в гости, порыбачить. В их селе был основной промысел ловля рыбы. Там все давно уже хорошо обучены этому ремеслу и умеют защищать свой лов от всяких неприятностей. А надо сказать, мы с отцом были заядлыми рыбаками. И в этот отпуск все-таки решили поехать на край света к родственнику в гости пообщаться и порыбачить. Но тут случилось непредвиденное. В один из дней, буквально накануне отъезда, когда уже были собраны и уложены все вещи, я вернулся домой с работы и обнаружил отца в гипсе. Он как-то неудачно оступился на улице и порвал сухожилие на ноге. Естественно, ни о какой поездке уже не могло быть и речи. Отец сидел грустный в кресле и в руках вертел конверт с письмом от брата. «Ну вот, все по закону подлости», — приговаривал он. «Придется сдавать билеты». Я тоже расстроился. «Илюха, а чего тебе не поехать одному? Ты же здоров, как бык. Не пропадать же отпуску. Поезжай. Потом мне все расскажешь и покажешь. Фотоаппарат, надеюсь, ты не забыл взять? А я на следующий год, если буду жив и здоров, поеду». На то мы порешили. Я сдал отцовский билет на самолет, а сам вылетел тем самым рейсом на Алтай. Дорога была нелегкой. Только на самолете я летел несколько часов, потом еще автобусом и на всяких попутках. В общем, добирался долго, но оно того стоило. По обычаю, меня как дорогого гостя приняли с пиршеством. Дядя Коля, конечно, расстроился, что брат не приехал, но сказал, что будет ждать его на следующий год. Вечером накрыли стол в доме у Николая Петровича. Я, мой двоюродный брат Юрка, сын дяди Коли, и его друзья изрядно выпили за приезд, и не только. На следующий день проснулись, головы трещат, а во рту сухость. Решили поход за рыбой отложить на день. Дядя Коля ворчал на нас, что время теряем, но потом смирился. «А чего он так волнуется?» — спросил я у брата Юрки, днем раньше, днем позже. «Да там у него все приготовлено для рыбалки, и старый лесник Лука Фомич нас заждался». Ну да ладно, ему не привыкать ждать. На следующий день мы все-таки выдвинулись в поход втроем с братом и дядькой Николаем Петровичем. До избушки лесника добрались к вечеру. Место было потрясающе красивое. Я бы там, наверное, навсегда поселился, если бы не был городским. Так, наверное, выглядит рай на земле. У деда Луки уже был накрыт стол, основным блюдом среди этого природного изобилия была рыба, запеченная на углях. Потом решили прогуляться вдоль берега, вдохнуть полной грудью и растрясти животы после сытного ужина. Деревянный домик лесника возвышался прямо на самом берегу возле места, где в реке стояла сеть. Недалеко от этого домика располагалась какая-то деревянная будка, похожая на уличный сортир, а рядом огромная клетка. «Что за странное сооружение?» — спросил я у лесника. «Сортир? Нет», — поморщился дед Лука, и он показал рукой в противоположном направлении. «А это домик Лукича. Лешего, что ли?» Попытался пошутить я. «Сам ты леший. Пошли в избу, там все расскажу». Тут дядька мой стал меня дергать за рукав. «Слышь, Илюха, не приставай к деду с расспросами, он не очень любит рассказывать эту историю. Если захочет, сам поведает, а так ты не особо любопытствуй». Ну, а я что, не велено приставать к деду-леснику, и я замолчал. Вернулись в избу, сидим, травим байки. А домик располагался таким образом, что всю эту конструкцию, которую я про себя все равно продолжал называть сортиром, было очень хорошо видно. Смотрю, а там огромный медведь, быстро и пока никто не видит, таскает рыбу из сети. Я в крик: «Глядите, люди добрые! Что происходит?» Старый лесник выглянул в окно, посмотрел внимательно и так спокойным тоном говорит: «Пусть полакомится Лукич, он заслужил». И в окно мы спокойно стали наблюдать за происходящим. Между тем медведь набил брюхо, потом почесал шкуру и вальяжно удалился в лес. Наверное, все вселенское недоумение в этот момент застыло на моем лице и немой вопрос в глазах. Но мне же не велено было приставать с вопросами. И тут дед Лука заговорил. Забавную историю рассказал, а в какой-то мере даже трагическую, но я ее помню по сей день. Несколько лет назад ночью бушевала гроза, начал рассказ лесник. От сильного ветра деревья стонали и трещали. В ту ночь гроза много дел натворила. Я через пару дней, когда земля немного просохла, пошел на обход своих владений, подсчитать убытки. И вот уже к концу дня наткнулся я на очередное поваленное дерево, а рядом с ним худого измученного медвежонка.
Он уже еле двигался, когда я нашел детеныша. Мать его убила толстым поваленным деревом, а у бедного медвежонка лапа застряла в расщелине дерева, да так, что выбраться не было никакой возможности. Я освободил малыша и на руках принес в избушку. Построил ему небольшой домик с клеткой, туда и поселил. Рыбаки у меня тут часто гостят. Мужики его очень полюбили, так как считали практически сыном моим. И назвали его Лукич, но вроде как я ему родной отец, раз жизнь спас. Я ведь всегда о сыне мечтал, а у меня в семье одни девки, жена, дочка и внучка Полина. Воспитал я зверя на высшем уровне, приучил к людям и оставил у себя на заимке. Лукич был настолько безобидным, что иногда его клетка даже не запиралась, и он с удовольствием шатался возле берега реки, подворовывая рыбачий улов. За это мужики его крепко ругали, но медведь никогда не обижался. Как ни в чем не бывало, удалялся к себе и ждал следующего удобного случая. Так прошел год, Лукич повзрослел, стал все чаще в тайгу ходить. Но дверь в его избушке никогда не запиралась. Вдруг ему вздумается наведаться в гости, рыбкой полакомиться. Как-то раз летом внучка Полина напросилась сюда ко мне на заимку. Я ее еще с детства в тайгу брал. Она лес любит, зверей не боится, грибы хорошо различает. А главное, готовит отменно. Девчонка старательная, небалованная. Мы ее с женой и дочкой правильно воспитали. И уху сварит, и грибов пожарит. И в избе приберет, никакой работы не боится. Не то, что городские. В общем, и мне хорошо, и ей, да и вместе веселее. Вот как-то утром ушел я в лес, как обычно обойти свои владения, посмотреть, все ли в порядке. А Полина на хозяйстве осталась, деда к ужину ждать. Готовит вовсю, дым из трубы валит. На всю округу ароматный запах разносится. Вот на этот самый аромат два архаровца и пришли. С зоны сбежали, уже несколько дней по тайге шастали, устали, оголодали и замерзли. А тут тебе все, и крыша над головой, и еда вкусная, и девка в самом соку. 17 лет тогда Полине было. Понимали подонки, что перед ними еще совсем ребенок. Да разве таких остановишь? Ну вот ворвались они в избу, один по кастрюлям да чугунам сразу стал шарить, а другой на Полину двинулся. Видать, ему другой голод срочно утолить требовалось. Она, бедняжка, перепугалась до смерти, да так, что дар речи потеряла. Потом опомнилась и кричать, да только кто ее услышит в тайге. Зверюга этот завалил девчонку лицом на стол, распластал и уже стал ширинку расстегивать. Да только была не судьба им с дружком в этот день удовольствие получить. Как раз в это самое время решил в гости медведь наведаться. Услышал, как Полина кричит, на помощь зовет. Хорошо, что гады эти дверь в избу не закрыли. Вот тут-то они медведю в лапы и угодили. Повезло им, что он тогда еще мал был, год с небольшим, а то живыми бы точно не ушли. Когда Лукич накинулся на зэка, Полина смогла освободиться и ударить поленом по голове того, который еду искал, оглушила так, что мужик сознание потерял. Ну, а самого насильника Лукич успокоил. Связала Полина обоих веревкой, пока они без сознания были. А вскоре уже и я с обхода вернулся. Так их связанными под дулом ружья в деревню и привели. А Лукич все-таки из тайги за рыбкой периодически наведывается. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.